Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Таро Эспиратсьоне. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро, возможно, ворвутся в вашу жизнь, что будет происходить, что идет на ваш порог. Мои дорогие Козероги, давайте с вами и узнаем. И Плутон совсем недавно притормозил, скажем так, замедлился, уйдя в ретроградное движение. И это будет продолжаться до середины октября. И значит, до середины октября вернет нас к пересмотру именно наших убеждений, потому что это, где-то глубоко такое личностное, что-то индивидуальное. И в жизни каждого из нас словно трансформируется система ценностей. Плутон призывает именно в это время не торопиться, потому что тут не скорость будет важна, а именно вот эти глубинные перемены. Возможно, это вам придется с чем-то определяться, но мы смотрим на ближайшие дни. Вот давайте узнаем, что же там за события придут в вашу жизнь. Свеча выпадает, спокойное течение жизни. Сказать, что вот прямо что-то переворачивается с ног на голову, по крайней мере, в ближайшие дни, в ближайшие минуты, возможно, и я так сказать не могу. Но, видимо, вы знаете, для вас это будет тот период, когда вы размеренно и уверенно будете что-то осуществлять. У кого-то это будет напрямую, у вас выпадает конверт. Это может олицетворением быть получение каких-то документов. У кого-то это будет связано, может быть, с дорогой. Словно открытый путь. Причем это, знаете, как судьба открывает путь. Почему? Потому что ключи у кого в руках? У Иерофанта. Какие-то мудрые решения вам предстоит принимать. Возможно, важные диалоги. Может быть, у вас какая-то встреча. Вот смотрите, у вас еще прям вот в одном практически квадрате. И документы совпадают, и бокал – это гости. Ну, или вы в гости, или к вам гости. И открытый путь. Поэтому тут могут быть и перемещения. Или планируемые. Вот что вы будете со дня на день. Да, но мы говорим это где-то в течение мая. Когда, возможно, и есть в каких-то инстанциях согласования, конечно, в нашу цифровую эпоху конверт может говорить, просто как разговоры, переговоры, переписка или онлайн-контакты, да. У нас есть и цифровые подписи, например, кто-то будет именно онлайн посредством интернет что-то оформлять. Но вполне вероятно, это все равно я могу предположить, заключение, может быть, какого-то договора, контракта или предполагаемого, может быть, как по работе контракта, да, когда вы хотите вот так неспешно прояснить некоторые детали. Но что-то у вас тут такое складывается, причем это не в режиме синкопы, когда вот надо все бросить и переключить внимание на что-то другое. Нет, тут более планомерно. Любовь. Роза – это любовь в пасьянсе. Ладно, идем дальше. Семейное счастье, мои дорогие. Вопросы дома, недвижимости. Или это как домочадцы, деньги. Посмотрите, получение денег. Или решение вопроса, может быть, по деньгам. Но вот смотрите, тут выпадает еще и нож. Может быть, это из-за денег был какой-то спорный момент. Вообще нож – это ссора. Возможно, вам придется пересмотреть свой бюджет. Или для кого-то это может говорить так. Деньги пришли, и вам их нужно, как отдать. Возможно, какой-то платеж совершить. И это может вас, знаете, так вот досадовать вы можете, что, вот так, как я просчитал или я так наметила, что-то тут оно вроде бы идет и складывается, но не совсем, может быть, в том эквиваленте, как вы это задумали. Я не исключаю. Но, может быть, это, кстати, как отказ какой-то. Именно из-за денег. А вот интересно, закрытый путь. Давайте разложим до конца. Вот я могу допустить, смотрите, молния. Это молниеносное известие. Имеется в виду какое-то оповещение. Или, может быть, это в средствах массовой информации. Тут не одна новость, да? Не одно какое-то известие в ближайшие дни, а несколько. Может быть, это когда вы будете видеть, что, вот так, как я наметил или наметила, вот этот метод не сработает. Вам придется что-то переиграть. И, видимо, этот нож
То есть вот не совсем все на 100% идет так, как вы хотите. Но тем не менее, деньги есть, семейное счастье тоже. Мы можем как будто решить какой-то вопрос, но вот альтернативное решение. Железно оно потребуется, потому что что-то не сработает, как будто закрытый путь. Возможно, это у кого-то будет вообще, ну, знаете, к примеру, все-таки тут у нас и открытый путь, да, все же говорили. Это как в одной сфере жизни. Вы можете добиться прогресса или что-то прояснить. А вот есть и еще какой-то пункт, который у вас еще пока не состыковывается, где-то досаждает. Или вы не знаете, как дело пойдет, чем дело кончится. Или когда буквально в наши планы вмешиваются какие-то дополнительные новости, информация, и нам это приходится учитывать. И я должна сказать, что помех как таковых у вас нет. Почему? Потому что я смотрю, ну, вот такие предупреждающие значения, к примеру, как змея или маска. И нет совпадений. Даже если мы можем в нашем пасьянсе соединять значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали, нет, тут все разные плоскости. То есть ничто нам как будто бы не мешает, но есть какое-то ваше, как ключевое дело или какой-то ключевой вопрос, который все же, будьте гибче, мои дорогие козероги, потому что здесь себя перестроить или, может быть, согласиться рассмотреть как минимум какой-то альтернативный вариант вам придется. И вы знаете, это может быть, ну, вот единственным вариантом, когда вы как раз-таки себе этот путь и сумеете открыть. Ну, я не утверждаю, хотя тут могут меняться маршруты. Все же открытый путь, да? Собирались в одну местность, поедете в другую. Собирались, может быть, как это, ну, как перевалочный какой-то пункт или через, да, вот какой-то транзит, через какой-то, допустим, город ехать. Или человек к вам также добирается, например, ну, это как вариант или один из вариантов. А здесь вот сам по себе маршрут как будто тоже меняется. Поэтому, ну вот, будьте внимательны, опять же, будьте гибче. И вот пока я с вами говорила, все пересмотрела, не вижу я больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. Итак, что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Что изменит со дня на день планы козерогов? В чем ваша сила? В чем может быть ваш приоритет? Что вам помогает? Ну и к чему все идет? Какое развитие у какой-то ситуации? Мне уже любопытно просто, что будет следовать дальше именно. По основным сферам жизни. Что ждет в личной жизни, в любви козерогов со дня на день? Ну и что ждет в финансах со дня на день козерогов? И вот по части ваших планов, достижений, важных контактов, может быть и встреч, документы, у кого-то и учеба. Давайте будем узнавать. Итак, что изменит ваши планы? Новость какая-то, причем новость приятная. Иногда это могут быть новости приятные от ваших детей, даже взрослых. Иногда по пажу кубков это, да, альтернативный вариант, который причем нам нравится. Или нам что-то приятно слышать. Может быть, это какой-то приятный контакт с человеком. Так что же изменит ваши планы? Может быть и правда получение какого-то документа или взаимодействие с конкретным человеком, когда вам надо будет что-то переиграть. Потому что вот действительно через новость или через какую-то возможность вам как раз и приходит что-то по судьбе. Иногда правосудие – это факт. Тут именно взаимодействие с каким-то человеком заставит вас изменить планы. И вы не можете от этого отказаться, потому что карта кармы, ну вот правосудие мы так иногда называем, это вот знаете как, ваша судьба, она вот до какой-то точки развивалась, и неважно, что там осталось за плечами, плюсы, минусы, вот здесь явно будет что-то продолжено, и может быть это где-то через новости или какие-то важные переговоры, важные встречи, пусть это даже будет у кого-то онлайн-режим, или когда вы сами можете отправиться в какие-то, кстати, инстанции, офисы, конторы, дабы узнать больше, как разведать эту информацию, как работает закон, получить какой-то недостающий документ, бумагу или сертификат, может быть, у кого-то это будет иногда пажи, свидетели, что мы обучаемся какому-то процессу, может быть, курсы, да, онлайн, у кого-то ведь и так. И это все меняет ваши планы. Но договариваться как будто
придется. Есть какая-то персона, которая нужна вам, и, скорее всего, вы нужны ему или ей. Потому что взаимообмен идет, да? Обмениваются, и посмотрите, дети обмениваются. То есть есть, может быть, и отношения сложные, но явно есть то, что связывает двоих, когда это выгодно, именно выгодно или интересно, или заинтересованность одного человека в другом. Ну, поэтому это само по себе, как по судьбе, вам вот идет такая контактная персона. Мы не можем от этого отказаться, но, по крайней мере, карты нам говорят, что этого делать не следует, потому что шестерка – это всегда что-то доброприятное. Ну и баланс придется сохранять, поэтому я допускаю. Иногда ведь по аркану правосудия, правда, мы с чем-то не согласны, мы считаем это несправедливо. А вот здесь вам, как на пересмотр, какое-то дело предложит судьба и изменит ваши планы. Будьте к этому готовы. В чем ваша сила, козероги? Рыцарь Пентаклей такой продуманный, неторопливый, кстати, рыцарь. Это где-то совпадает с вашими энергиями, поэтому тут вам не нужно как будто, да, выворачиваться наизнанку. Иногда это карта свидетельства о помощи какого-то человека, помощи финансовой или дельным советом. О, карта императрицы. У кого-то само благополучие на кону. И где-то тогда рыцарь Пентаклей, вот продуманность, внимание к деталям. В этом ваша сила. Ну, где-то терпение, настойчивость. Не без этого. Причем какой-то путь, который у вас сейчас определяется. И как возможность приходит альтернативно. Вот именно баланс, эмоциональный баланс. Может быть, при общении с каким-то человеком, но придется держать. А на кону ваше благополучие. Мы не можем это исключить, потому что мы себе можем навредить. Но, в принципе, это какие-то возможности идут в вашу жизнь. И у каждого тут по-своему. Но все-таки аркан правосудия заставляет задуматься, ведь это всегда причина и следствие. Иногда карта говорит, если ты прежде сделал что-то хорошо, тебе как вселенная, небеса возвращают эту возможность. Но иногда нам точно так же какую-то ошибку возвращают на доработку. Мы должны что-то исправить и как выдать какой-то конечный продукт, уже исправленный. Но у вас тогда доброй энергии, как будто вокруг вас, как раз и дают возможность что-то исправить, переделать, переиначить. Будьте внимательны, потому что именно, может быть, и ваш статус у кого-то через работу, а у кого-то императрица – это, знаете, вершина дипломатии. Это добрый человек, хотя может это где-то выражаться, помощь даже близких или помощь родственников. Я такое тоже не исключаю, но все же для кого-то это может решаться вопрос в личной жизни. Почему нет? Ну или по части вашего творчества тоже не исключаю. Ну вот следующая карта. Что будет продолжаться? Может быть, к чему приготовиться? Но вот не идет все, знаете, как по какому-то просторному ровному шоссе. Пятерка жезлов, говорит, будет еще у тебя в жизни. Ну, это тоже где-то, может быть, отдаленный период. Но это не тот период, который когда-то очень давно. Я должна сказать, или пригласить, точнее, вас на свой сайт. У меня есть статья «Ретро-Плутон. Какие перемены идут в вашу жизнь? С чем это может быть связано?» Прочитайте, ссылка будет в описании под видео. Я думаю, подсказок будет больше. И я к чему? Плутон, опять же, он не торопит вас. Здесь вот именно вот это, знаете, как глубинная переоценка ценностей, система ценностей. Она у вас вот буквально, может быть, и сейчас у кого-то импонирует вам это, потому что вы понимаете, а на лад дело не пойдет, если, или видите вы, если я буду настаивать на своем, я могу что-то потерять. Вот, кстати, может быть, вот такая, ну, где-то тайная мысль у вас у самих присутствует. И тогда карта будет говорить, а ты не торопись. Вот тот вопрос, который у вас возникает в мае, это уже планетарная карта ни при чем. Мы как будто в течение лета будем прояснять. Вот и, скорее всего, приготовьтесь, что к вам может приходить в последующем какая-то сбивчивая информация. Точно так же и люди, на которых все-таки надеяться не стоит, надеяться на самого себя. Будет важно, с одной стороны, нулевой аркан открывает как нам пространство. Вот, пожалуйста. Нам
Выпадал ключ, мы об этом с вами говорили. Это, да, какое-то перемещение. Это как возможности открытого судьбоносного пути. Потому что это начало. Конечно, карта говорит, не сглупи, не без этого. Но, может быть, эта карта говорит, что и перестроить себя придется словно на новые рельсы. И где-то королева жезлов может свидетельствовать о том, это, знаете, как грамотная работа с информацией вам предстоит, что будет продолжена, и одновременно очень грамотная, правильная, как финансовая грамотность, распоряжение деньгами. Деньги и взаимообмен. Причем взаимообмен информационный или ресурсный. Вам как будто нужно будет это все вместе объединить. Иными словами, куда вы прикладываете усилия? Каким образом, может быть, вы создаете именно для себя денежный эквивалент? Здесь будет элемент новизны. Может быть, это у кого-то смены по работе, смены, возможно, к чему приготовиться. Когда и на работе может быть очень много информации, сначала сбивчивой, но это поначалу, как какая-то кутерьма, а потом шаг за шагом будет что-то проясняться. Поэтому не торопитесь делать выводы, мои дорогие козероги. Ну, как-то так. Что ждет козерогов в личной жизни? Девятка кубков. Получение денег. Тем не менее, эта карта, знаете, так когда мы довольны. У нас вообще все сейчас неплохо. По крайней мере, в ближайшие дни оно и контролируемо. Ну или вот-вот вы где-то получите, может быть, решите какие-то вопросы по финансам. Но давайте все же достанем дополнительную карту. Иногда ведь эта карта свидетельствует эгоизм. Я говорю, карта эгоиста. Почему? А потому что все есть. Или все, в принципе, находится в балансе. Не хочется ничего менять. А рыцарь мечей говорит, ты сейчас должен найти какую-то правду, истину. Вполне вероятно, у кого-то касаемо именно личной жизни приходит какое-то известие или буквально контакт с человеком, который вам, или что-то как новость вам приносит человек, и вам это не нравится. Хочется сказать «нет». Или, может быть, вы вспоминаете какую-то прежнюю историю, а карта говорит наоборот, рассмотри что-то, не откажись. Именно с каким-то странным предложением, странной новостью, которая касается больше либо личной жизни, либо, ну, это ваша личность, мои дорогие, где-то ваши планы. Здесь есть какая-то новая конфигурация, которая означает шанс. И вам это надо рассмотреть. Я тут больше вижу, вам как будто, как и прояснить надо, может быть, и по закону. Но и, знаете, вот так безапелляционно, как-то наотмашь, мы не можем сказать «нет», вот «нет» и все. Потому что мы упускаем этот шанс. Мы действительно что-то слышим. Может быть, поначалу это выглядит как «ну, я туда не пойду», да? Мы можем так думать. Или я не буду этим заниматься, я даже не буду это рассматривать. И все же, когда мы шаг за шагом как бы раскручиваем эту цепочку, что-то шаг за шагом проясняем, мы ищем правду, истину или какие-то новые варианты, мы как раз и видим вот ту возможность, которая идет в нашу жизнь по судьбе. И тогда мы понимаем, зачем это нужно. Вот что-то у вас такое на грани, может быть, даже личных взаимоотношений, личных контактов. Может быть, у кого-то из вас, но с учетом карты эгоиста, какая-то неприязнь сложилась, да? Ну, в каком-то пункте или в каком-то деле. И не хочется это продолжать. А тем не менее, в этом есть здравый смысл. Ну, вот какая-то такая история. Ладно, что же там по деньгам? Сияйте, как звезда. Вот, правда, иногда по этой карте все-таки звезда – выбор правильного направления, причем на десятилетие. Иногда это какая-то очень далекая траектория. И по этой карте это идет расстояние. И правда, может быть расстояние по километражу или расстояние по времени. Поэтому тут по деньгам может быть как заработки, которые посредством интернета. Все же это старший аркан. Для кого-то из вас рост популярности. И если вы, ну, к примеру, человек медийный, или когда вы, может быть, и известный, да, или вы желаете таким стать, когда вы работаете с большим объемом информации, или все-таки посредством интернета. Здесь, знаете,
В вашу жизнь идет возможность именно через посредством, да, пусть даже какого-то вашего вдохновения, которое вы перекладываете на более такую материальную основу или что-то корректируете, может быть и по деньгам, рассматриваете новые системы взаиморасчетов. У нас цифровизация на кону, поэтому тут это всех касается, неважно, из какой страны мира вы смотрите. Вот здесь вот эта финансовая грамотность, она вам приносит определенный доход или новый способ получения дохода. У кого-то пассивный доход, у кого-то будут пересмотрены сами по себе принципы и подходы к тому, как вы получаете деньги или из каких источников. И, может быть, это вы создаете сейчас, как ни странно, почему нельзя отказываться. Все-таки тут у нас туз Пентаклей – это сами по себе деньги. И следом у нас выпадает аркан Звезда. Нужно что-то продолжить, продумать, а может быть продумать запасные аэродромы. Какие-то варианты, что вы будете действовать или как вы будете действовать, точнее, когда что-то вокруг вас будет меняться. Но все же в ближайшие дни. Что с деньгами? Много работы. Итак, что вас ждет? Десятка кубков. Но я не исключаю, все-таки помощь какая-то есть, баланс есть. Может быть, для кого-то из вас, а вы ведь труженики, мои дорогие козероги, может быть, для кого-то из вас, ну, как-то сложно, очень тяжело даются деньги. Может быть, 2 десятки, да? Но я должна сказать, вам придется вот как будто это пересматривать. Может быть, вот это количество работы совсем скоро. И на кону уже сейчас стоит эта тема. Нужно перевести в качество. Не когда я там до 7-го пота работаю и буквально падают от усталости, а когда, ну, как-то я более свободным человеком себя чувствую. Когда я впускаю в саму по себе радость, приятные эмоции. Кто-то, может быть, из вас настолько заработался, потому что нужно решить какую-то финансовую тему. Вот вы чем-то недовольны, там вот и финансы, и рядом был нож. То есть, ну, есть какой-то затык по финансам. Может быть, это, в принципе, оно и где-то стабильно для вас, да? Но уже как-то не отвечает вашим требованиям или вашим планам. Вы будете точно что-то корректировать. Личная жизнь и финансы – это как раз и есть императрица. Ну ладно, давайте узнаем, так а что же там по достижениям, встречам, контактам, учебе? А куда ты не торопись, у тебя время привести мысли в порядок. Именно мысли в порядок. Карта говорит, ну да, ты, конечно, можешь вообще все поставить на паузу, иногда об этом тоже идет речь. Но нет, это более рациональная карта, потому что интеллект – это мечи, всегда интеллект. Вам тут нужно принимать какое-то важное решение. Причем это решение, которое не на импульсе, а более чем рационально. Потому что на кону будет стоять, как и известие, мы уже много раз об этом говорили, и опять же стоит какой-то выбор. А именно выбор у вас открывает какую-то возможность по финансам. По этой карте это как помощь высших сил. И если у вас сейчас какая-то сложная тема, хочется подвинуть карты, посмотрите, какие у вас волшебные карты выпали. Тут действительно какая-то может быть история взаимоотношений, взаимопомощи, в том числе и финансовой, но и может быть и помириться кому-то придется вот и так. И причем это может быть примирение, которое связано не обязательно с личной жизнью, а может быть это как партнеры по бизнесу. Или есть какая-то даже взаимозависимая ситуация, да, именно финансовая. Вот нужно найти выход. Так вот, выход вы найдете, чтобы вот этот нивелировать закрытый путь. Но это потребует от вас совершенно какого-то иного подхода. И в этом вам помогают высшие силы. Поэтому, если мы будем гибче, мои дорогие, гибкость в первую очередь императрица. Тут вплоть до смены статуса и продолжения на долгий период жизни. Вы, правда, буквально уже в мае. Может быть, даже вот та тема, которая для вас сейчас темновата. Больше, как в уравнении, с множеством неизвестных. Больше темноты и сумерок, нежели какого-то прояснения. Ретро-Плутон вам поможет разобраться, может быть, не так вот наскоком, одномоментно, но шаг за шагом в течение лета у вас что-то прояснится, как минимум, к осени или к окончанию ее. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги.
А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и на телеграм-канал тоже мой подписывайтесь. Я там собрала все виды своего творчества. Ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.